Я импровизировал в стиле босса-нова на своем саксофоне Сельмер. Так как фортепиано стало очень важным инструментом в джазе, не только для пианистов, но и в качестве обучающего инструмента, я буду вести данные курсы и показывать примеры именно на клавиатуре пианино. Поэтому давайте перейдем к ней прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Джейми Эберсол, и добро пожаловать в мир джаза. Я не встречал ни одного человека, который не мог импровизировать. Однако я встречал много людей, которые думают, что они не могут. Но когда мы начинали работать над гаммами, аккордами и так далее, они находили в себе невероятный источник импровизации и творчества. Они просто думали, что они не могут. На протяжении многих лет и поколений джаз возглавляла группа музыкантов, которые получали удовольствие от освоения своего инструмента и импровизации. То, что мы называем спонтанной музыкой. А в этом столетии мы называем это джазом. На самом деле это не больше, чем копирование мелодии своей головы и воспроизведение ее на своем инструменте, будь это гитара, фортепиано, саксофон, труба или что-либо еще. И эти люди, особенно в этом веке, раскрыли себя. Мы часто думаем, что эти ребята, которые играют джаз и импровизируют, особенные люди, как будто они родились с этим талантом. Я занимаюсь джазом и обучением джазовой импровизации уже на протяжении 30 лет, и я обнаружил, что действительно, каждый может импровизировать. Даже будь это какие-то простые мелодии или простые гаммы. Но люди должны изменить тип своего мышления, они должны понять, что они способны научиться импровизировать. Также им нужно иметь немного дисциплины и знать, в каком направлении двигаться. Другими словами, как я должен заниматься, на что я буду тратить свое время сегодня, какие должны быть результаты. В этом видео я попробую показать и рассказать вам, а также продемонстрировать на своем саксофоне и фортепиано вещи, которые делал я, которые делали другие музыканты, а также познакомить вас с так называемым языком джаза. Все это позволит вам вытащить идеи, которые уже могут присутствовать в вашей голове, и воспроизвести эти идеи на вашем инструменте. Я обнаружил, что начинающие импровизаторы, совершенно неважно какого они возраста, будь это 17-летний парень или 50-летний мужчина или женщина, те люди, которые не имеют опыта игры на своем инструменте, я обнаружил, что большинство из них имеют два страха, когда они начинают импровизировать. Они боятся потеряться в гармонии, и они считают, что если они потеряются, все будут смеяться над ними. Также они боятся сыграть неправильную ноту. Что ж, если вы сыграли неправильную ноту, просто повысьте или понизьте ее на полтона вверх или вниз. Позвольте мне продемонстрировать. Допустим, вы играете аккорд до минор. И играете эту ноту. Хорошо оставили ее и сыграли ее на полтона. Вверх или вниз. Запомните, если вы сыграли не ту ноту, просто повысьте или понизьте ее на полтона вверх или вниз, и она вернется обратно в гамму. Это правило освобождает вас от этого страха. Вторая проблема заключается в том, что вы не успеваете следить за сменой гамм, за сменой гармонии, вы не слышите ритм-секцию барабанщика, и вы не можете сохранить свое место, вы теряетесь. И вы не знаете, как вернуться, как начать сначала. Мы поговорим об этом чуть позже. Я покажу вам, какие бывают формы, мы включим аудиозапись, и я буду показывать вам, как следить за сохранением формы. То, что делали джазовые музыканты на протяжении многих лет. Конечно, они запоминали все это. Когда они начинали играть 12-тактовый блюз, они запоминали эти 12 тактов, и в то время, когда они солировали, они считали эти такты в голове. Но на самом деле, это не счет. Этот счет больше похож на ходьбу. Когда вы ходите, вы не думаете о том, что вы идете. Когда вы бежите, вы не думаете об этом. То же самое с музыкой. Вы просто запоминаете форму произведения, и после этого вы уже не потеряетесь. Таким образом, мы избавимся от нашего второго страха. Страха потеряться. Я покажу вам, как сохранять форму и не теряться. Джазовым музыкантам всегда нравилось слушать других музыкантов, так как на протяжении многих лет это был единственный способ обмениваться и получать идеи. Вы слушаете кого-то, и затем работаете над этой идеей дома. Можно сказать, что вы воруете эти идеи. Сегодня мы не можем услышать много живой джазовой музыки. В последние 10 лет публичные джазовые выступления идут на спад. Но на CD, DVD, аудио, видеокассетах мы всегда можем услышать много разной музыки. Мы слушаем эту музыку, и прослушивая ее, мы тренируем наши уши, слушая, что эти люди делают. И в процессе эти джазовые мастера становятся нашими учителями. И мы учимся, слушая. Я обнаружил, что на любой наш вопрос можно найти ответ в аудиозаписях.
Все ответы в записях. Вам просто нужно время, чтобы послушать. И если вы до сих пор не начали собирать свой джазовый словарь, состоящий из паттернов, фраз и музыкальных идей, и если вы еще не собираете свою джазовую коллекцию, то я настоятельно рекомендую вам начать делать это прямо сейчас. Ваш инструмент – это средство выражения того, что вы слышите у себя в голове. Джазовые музыканты все время практиковали все 12 тональностей, потому что они никогда не знали, в какой тональности они будут играть ту или иную композицию. Поэтому они работали над всеми тональностями и делали это привычкой. Например, мы можем практиковать гамму до мажор, или гамму ре бемоль мажор, или фа диез мажор. Мы сыграли 3 мажорных гаммы, осталось еще 9, так как всего их 12. Мы все время тратим время для занятий гаммами и аккордами, а также разнообразными паттернами и фразировками, которые принадлежат джазовому языку. И мы играем все во всех 12 тональностях, потому что когда мы поем, это было в тональности фа диез. Я знал, что это в тональности фа диез мажор, потому что последняя вещь, сыгранная мной, была в тональности фа диез мажор. Джазовые музыканты развивают в себе способность слышать то, что звучит у них в голове, и воспроизводить это на своем инструменте. Но перед тем, как сыграть это, мне нужно было придумать это. Я был в тональности фа диез, я опустил тональность в голове на полтона, пока я разговаривал с вами, и затем сыграл это на пианино для подтверждения. Так вот, что мы делаем, так это заставляем свои пальцы или губной аппарат, если вы играете на духовом инструменте, и ваше сознание становится частью музыки, и гаммы и аккорды, которые составляют музыку. Поэтому мы практикуем все 12 тональностей, и я покажу вам, как это сделать. Я дам вам несколько аудиозаписей, с которыми вы будете практиковаться, и то, что вы будете изучать самостоятельно, для того, чтобы развивать инструмент, на котором вы играете. И довести это до автоматизма, чтобы вы могли мгновенно воспроизвести то, что вы слышите у себя в голове. Джаз – это музыка, которая возникает неожиданно, мы называем это мгновенное сочинение. Разница между композитором и джазменом состоит в том, что у композитора есть стирательная резинка. Если он сделал ошибку, он может ей воспользоваться. Или он написал что-то сегодня, он может прийти завтра и подправить что-то или изменить. Но джазовый музыкант должен сыграть правильно с первого раза. Поэтому мы работаем над гаммами и аккордами во всех тональностях, для того, чтобы мы могли мгновенно сочинять именно так, как мы это слышим. Например, когда я играл это, я это придумывал. Но моя главная мысль была, это гамма фа блюз и аппликатура на пианино. И уверенность в том, что нажатие клавиш совпадает с тем, что звучит у меня в голове. Любая композиция, над которой вы работаете, состоит из нескольких компонентов – мелодии и гармонии. Гармония – это то, откуда мы берем аккорды, гаммы и арпеджио. Я советую всем запоминать мелодию композиции, слова, если они есть. Так как когда вы знаете слова, вам легче персонализировать мелодию, придать ей больше чувственности. Также вам нужно запоминать последовательность аккордов, которые мы называем аккорд гамма последовательность. Аккорд, до мажор септаккорд, до мажор гамма, до аккорд или арпеджио, до мажор гамма, одно и то же. Одно из лучших решений того, как не потеряться, это всегда знать, где ты находишься. Давайте возьмем несколько треков, которые я играю на записи, и я буду показывать форму каждого из них на странице. И вы увидите, как традиционно джазовые музыканты запоминали форму произведений. Но помните, что они запоминали все это. Но мы выпускаем книги, поэтому у вас есть время, чтобы все это запомнить. Это блюз в си бемоле. Этот блюз из книги номер 1 Play Along. Я буду показывать, где мы. Смена на 2 новые гаммы. Это означает 4 бита или удара. До минор. Дефис обозначает минор. И мы снова возвращаемся в начало.
Мы повторяем это 11 раз. Даже когда я разговариваю с вами, я слушаю музыку и сохраняю свое место. Я слушаю фортепиано, бас и ударные. И ударник использует то, что мы называем щетками. Снова в начало. Вы видите, что тут написаны гаммы целыми нотами. И некоторые звуки я закрасил черным. Эти закрашенные звуки называются аккордовыми звуками. И все эти ноты образуют гамму. Я всегда знаю, где я нахожусь. Это называется запоминание формы блюза. Пианист, которым являюсь я, аккомпанирует. Руфус Рид, контрабасист, ходит вверх и вниз по гаммам и аккордам. И барабанщик Джонатан Хиггинс держит ритм 4/4. Я советую вам практиковаться, если у вас есть эти записи, и держать форму. Первые несколько раз пытайтесь следить глазами за сменой гармонии, либо указывать, как это делаю я, даже если у вас нет инструмента. Тем самым вы учитесь слушать, где вы находитесь. Можете даже разговаривать с кем-то. Если вы слушаете фортепиано, бас, вы услышите, когда они переходят в другую тональность. Посмотрите, сколько гамм у нас тут есть. Раз, два. Это повторение вот этого. Это повторение этого. Возвращаемся опять в си бемоль. До минор. Фа сеп. Это еще две новые гаммы. Фа сеп в конце. Си бемоль. Это мы уже видели. Если вы присмотритесь, вы увидите, что до минор и фа сеп это почти то же самое. Ми бемоль, си бемоль и здесь. Ми бемоль и си бемоль. Вы можете соединить их вместе, если хотите. Что ж, давайте попробуем другой трек. Это совсем другая форма, это не блюз. Это минор в доминант. Минор в доминант. Если вы видите дефис, это означает минор, дорийский минор. Если вы видите семерку, это означает доминант сеп. Это будет чередование минора в доминант во всех 12 тональностях. Это опять из книги номер 1 Play Along. Давайте посмотрим, как мы будем держать форму. Это боссанова. Барабанщик играет палочками вместо щеток. Гармония чередуется в 12 тональностях. И вы видите, что я подписал все гаммы под каждым аккордом, затемняя аккордовые звуки. Итак, мы прошли 6 тональностей. Сейчас переходим к 6 остальным. Эта пьеса построена на 2 и 4 тактовых фразах. Начинающие могут играть целыми нотами или половинами. И мы повторяем все сначала. Эта пьеса играется 5 раз. Форма этой пьесы будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вы видите двойную черту. 12 тактов, затем еще 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И это все образует один квадрат. И после того, как мы повторили его 5 раз, мы останавливаемся на аккорде ми бемоль. Давайте взглянем на еще одну композицию. Она не имеет определенной мелодии, и она базируется на 8-тактовых фразах. Это из первой книги Play Along, самый первый трек. Тут мы имеем 3 разные гаммы, все они минорные. Все гаммы написаны, и я обозначил аккордовые звуки. Если вы играете на транспонирующем инструменте, таких как труба, или альт, саксофон, или кларнет и так далее, все это уже транспонировано для вас в книге. Это для инструментов натурального строя, таких как фортепиано, гитара или флейта. Все партии есть в книге, так что не беспокойтесь об этом. Давайте послушаем этот трек. Размер 4/4. Я считаю такты.
Приготовьтесь. Вы слышали, как поменялась тональность? Сейчас мы в тональности ми бемоль минор, дорийский минор. Я считаю так. Услышали смену? Барабанщик ударил сильную долю в первом такте, когда тональность сменилась. Теперь мы будем играть 8 тактов в тональности ре дорийский минор. И когда мы закончим с этим, мы вернемся в начало. Мы будем играть все это 4 раза. Вы услышали начало? Попробуйте ударить в ладоши, когда мы перейдем к следующей гамме. Вот она. Всегда следите, где вы сейчас. Новая гамма. Теперь попробуйте хлопнуть в ладоши, когда закончится эта гамма и начнется вот это. Поймали? Попробуйте поймать следующую. Вот мы и здесь, слышали? Обычно барабанщик ведет нас, ударяя в тарелку в сильную долю. И бас всегда начинает с тоники. Также слушайте фортепиано. Вы должны слушать все 3 инструмента. Они помогают ввести вас в новую тональность. А теперь давайте попробуем следующий трек. Теперь по 4 такта вместо 8. Те же 3 гаммы. Считайте такты, чтобы знать, где вы. Слышите смену? Это называется запоминание формы произведения. Этот трек мы играем 9 раз. И снова в начало. Последний. Каждый аккорд представляет собой и аккорд, и гамму одновременно. И аккорд также может называться арпеджио. Давайте посмотрим, как это будет звучать в тональности до. Это гамма до мажор, и я сыграл ее, начиная с тоники до 9 ступени, которая также является второй ступенью. Это горизонтальная последовательность звуков. Арпеджио — это вертикальная последовательность, так как у нас есть 1, 3, 5, 7, 9 ступени. Мы строим их таким образом. Это звучит так. Это вертикаль, это аккорд, это называется арпеджио. Когда музыканты импровизируют, они используют арпеджио или аккорды и элементы гамм. Они также используют хроматическую гамму. Давайте возьмем гамму си бемоль мажор и сыграем ее с записью. Это книга номер 24, Play Along. Она называется мажор и минор. Давайте возьмем гамму си бемоль мажор. Я покажу вам, как практиковаться с ней, дам вам несколько вариантов, и затем мы посмотрим, получится ли у нас поимпровизировать с ней. Я советую вам делать то же самое у себя дома. Трек номер 1. Гамма си бемоль мажор целыми нотами. Вы привыкаете к аппликатуре и звуку каждой ноты. Мы идем до 9 ступени. Вот 9 ступень. Теперь мы идем вниз половинными нотами. Теперь идем опять вверх 8 нотами. А сейчас 16 нотами. И все время я слушаю ритм-секцию, фортепиано, бас и ударные,
чтобы держать форму. А сейчас позвольте мне поимпровизировать. Я просто играю то, что я слышу у себя в голове. Я использую повторение, синкопирование. Я закончил на тонике. Теперь я начну с пятой ступени. Я играю то, что звучит у меня в голове. Как многие музыканты, особенно бас-гитаристы и гитаристы, они поют во время игры, например. Снова. Еще раз. Я играю гамму трезвучиями. Сейчас я не импровизирую, а играю упражнения. Я играю гамму си бемоль мажор трезвучиями. Как насчет этого? Это тоже упражнение. Или может быть это? И когда я делаю эти упражнения, я пытаюсь сделать их как можно более музыкальными и интересными. Может... Или это? Когда я играю, я всегда знаю, где я. Это стало частью меня. Снова и снова. Я просто запомнил ее. Теперь допустим, что я сижу не у пианино, а еду на своей машине домой. И даже тут я все еще могу петь. Например. Я знаю, где я. Все потому, что я запомнил клавиатуру у себя в голове и звуки каждой ноты, потому что я занимался этим. И это стало частью меня. Если кто-то скажет мне: «Эй, давай устроим джем в каноне си бемоль мажор», это будет легко для меня, потому что это простая гамма. А если кто-то скажет мне: «Давай поиграем композицию Джона Колтрейна под названием Giant Steps» в очень быстром темпе, тогда мне нужно будет подумать об этом, потому что там очень много гамм, которые быстро меняются. Не то, что мы видели сейчас. Поэтому я должен подумать и решить, готов ли я играть ее или нет. И если бы я знал заранее, что мы будем играть Giant Steps, то я бы сел и начал практиковаться над этими гаммами и аккордами, точно так же, как мы практиковали с вами си бемоль мажор гамму. Теперь давайте возьмем тот же трек в си бемоль мажоре и добавим еще несколько гамм в той же тональности. Посмотрим, нравятся ли они вам. Я скажу вам, где они. Что это такое? Кто-нибудь узнает, что это?
Какую страну это вам напоминает? Это называется си бемоль мажор пентатоника. Пента означает 5. Это гамма из 5 нот. В ней используется первая, вторая, третья, пятая и шестая ступени. А вот еще одна гамма. Этот необычный звук. Это минор пентатоника, минорная пентатоника. Мы понижаем третью, четвертую, пятую и седьмую ступень. Это тоже гамма из 5 нот. Многие начинающие музыканты, особенно гитаристы, часто используют эту гамму. Им нравится, как она звучит. Она очень близка к блюзовой гамме, а вот блюзовая гамма. Если мы возьмем на вооружение все эти гаммы и начнем импровизировать, мы получаем множество ресурсов. И у нас появляется выбор. Давайте посмотрим. Что я делаю здесь? Это блюзовая гамма. А теперь давайте смешаем блюзовую и мажорную гамму. Слушайте, как я смешиваю разные звуки вместе. Минор пентатоника, мажорная гамма. А теперь попробуем минорную пентатонику. А теперь поимпровизируем, а вы попробуйте понять, что я делаю. Что это было? Это мажор пентатоника. Минор пентатоника. Си бемоль блюз гамма. И мажорная гамма. Я думаю, что теперь вы можете сказать, что когда у вас есть еще выбирать, импровизируя, вы чувствуете себя более комфортно, потому что у меня есть из чего выбрать. И я советую вам делать то же самое. Над какой бы гаммой вы ни работали, убедитесь в том, что вы также знаете и другие гаммы, такие как мажор пентатонику, минор пентатонику, блюзовую гамму, ну и, конечно, мажорную гамму.
Я советую вам каждый день, когда вы занимаетесь, уделять время импровизации. Хороший способ начать, особенно для тех, кто этим никогда не занимался, это взять буквально одну ноту, спеть ее, потом найти ее на вашем инструменте, спеть еще одну, затем сыграть ее на инструменте и так далее. Потом спеть две ноты, пусть они будут рядом, и найти эти ноты. Делая это, вы становитесь более компетентным, и вы обнаружите, что если вы будете делать это неделю, или две, или месяц, или несколько месяцев, вы включите радио, или телевизор, или еще что-то, и если вы захотите, вы будете в состоянии понять, что происходит. Вы услышите ноты в мелодии, вы будете слушать интервалы между ними. Для всех начинающих я советую использовать это в импровизации. И вы обнаружите, что те мелодии, которые вы поете, а потом играете, являются частью гамм и аккордов. Это и есть фундаментальная база западной музыки. Поэтому я советую вам, в то время, когда вы работаете над каким-либо произведением, или делаете упражнения, или учите паттерны, или что-либо еще, не забывайте, что основная причина, по которой вы все это делаете, это импровизация. Поэтому каждый день вы должны оставлять время для себя и позволять тем мелодиям, которые звучат у вас в голове, выйти через ваш инструмент, какой бы он ни был. Не бойтесь делать это и не откладывайте на потом. Я встречал много людей, которые покупают мои книги и записи и дополнительные материалы, которые мы рекомендуем. И они занимаются постоянно, но они все время откладывают на потом саму импровизацию. Вам не нужно это делать. Я думаю, что если кто-то выучил несколько нот, например, ему нужно все отбросить и поимпровизировать с этими нотами. Ready, play. Простые мелодии. Просто соедините свой разум с клавиатурой или с тем инструментом, на котором вы играете. Это очень важно. Очень часто начинающие импровизаторы говорят, что им ничего не приходит в голову, когда они начинают импровизировать, прямо сейчас. Как мне получить новые идеи? Один из лучших способов развить ваше воображение – это слушать джаз. Я имею огромную коллекцию джаза и начал ее собирать, когда мне было 11 или 12 лет, начиная с 1978 года с Каунта Бейзи и Дюка Эллингтона. Потом я приобрел кассету выступления Чета Бейкера в Европе. Я виртуально запомнил все, что там было. Потом я начал покупать многие другие записи. У меня 1000 записей, потому что я люблю слушать музыку. Я также являюсь преподавателем. Я должен знать, что происходит, чтобы потом передать это тем людям, с которыми я работаю. Если вы до сих пор не начали собирать свою коллекцию, то я думаю, что у вас будут проблемы с импровизацией, если вы не будете слушать музыку. Я знаю, что так будет. Очень часто я прихожу к управляющим оркестрами, у которых есть свой оркестр, но в нем нет импровизатора. И они спрашивают меня, как мне заставить музыкантов импровизировать. И я всегда им отвечаю, чтобы они собрали всех студентов и послушали записи. И поговорили о том, что они слышат. Слушайте бас, слушайте ударных, слушайте фортепиано, слушайте гитару, слушайте солистов. Или дайте им на анализ какую-то часть соло или все соло целиком. Вы слушаете левым полушарием мозга, который анализирует музыку. А затем позвольте правому полушарию подумать, что было изучено, и воспроизвести это на инструменте. Я думаю, что многие люди не слушают джаз, потому что они боятся, что они будут звучать так же, как те, кого они слушают. В этом случае у нас бы было много трубачей, которые слушают Майлса Дэвиса и звучат как Майлз Дэвис, или как Клиффорд Браун, или Ли Морган, или Вуди Шерл. Вы не можете звучать как те, кого вы слушаете, но что вы можете, так это развивать свою персональность. И лучший способ сделать это, так это слушать. Вы как бы обмениваетесь идеями. Это всегда было естественной вещью для музыкантов. Давайте остановимся и подумаем. Когда звонит телефон, и вы берете трубку, и кто-то на другой линии вам говорит «Привет», и вы отвечаете «О, привет, Джо», или «Привет, Мир», или «Привет, мама, папа». Как вы угадываете, кто это, если он сказал только одно слово «Привет»? Или, может, он назвал ваше имя? И я мгновенно узнаю, кто это. Иногда мне не так просто понять, кто на проводе, если, например, звонят из другой страны, из Австралии, например. Так как телефонный звонок начинает звонить более часто, я сразу начинаю вспоминать кого-то, кого я знаю из Австралии, и их имена. Затем я слышу голос и воля, я узнаю, кто это. В музыке мы делаем то же самое. Например, си бемоль мажор, си бемоль мажор сет,
И верхняя нота, которая си бемоль, сейчас си бемоль мажор сеп, она же тоника. Си минор сеп. Сейчас это пониженная седьмая. Ре бемоль сеп, пониженная четвертая и шестая ступень. Ре сеп с пониженной пятой и девятой ступенью. Ми бемоль минор. Ми лидийский лад, лидийский аккорд. Ми мажор с пониженной четвертой ступенью, которая является лидийской нотой. Фа дорийский минор. Фа диез мажор сеп. Соль сеп с повышенной пятой и девятой ступенью. Ля бемоль сеп. Ля сеп, повышенная девятая ступень. И мы опять возвращаемся в трезвучие си бемоль. Си бемоль наверху. Моя цель проделывания этого упражнения была показать вам, что я всегда оставлял си бемоль наверху. Вы можете думать следующим образом. Вы лежите в своем дворе и пьете лимонад в летнее время, и вдруг внезапно что-то случилось. Вы надеваете костюм и идете на свадьбу. Это минор сеп. Начинается дождь. Это доминант сеп с пониженной четвертой и шестой ступенью. Это может быть какой-то вопрос. Что мне делать? Это или это? А это какой-то напряженный звук, темный звук. Это ре сеп. Вы разозлены, обижены. Идет дождь. Это минорный день. Мы видим минор как дождливый или грустный день. Внезапно кто-то сказал что-то. Пониженная четвертая ступень мажорного аккорда. Это лидийский лад. Если вы будете работать с этими звуками, вы придете к пониманию, где вы находитесь и что происходит все время. Например, я знаю, что многие из тех, кто смотрит это видео, знают, что это. Я думаю, что вы уже догадались, что это блюз. Потому что вы слышали блюз и вы занимались блюзом. Попробуйте понять, что это. Это та самая гамма си бемоль мажор из книги номер 24 Плеймана. А это что? Вы поняли, что я поднялся на полтона? Теперь я в тональности си. А что я делаю здесь? Вы заметили, что я перешел в тональность до? Если да, это значит, что вы начали слышать. Это называется развитие слуха. А что я делаю сейчас? Вы поняли, что я перешел опять в тональность си бемоль? Вы должны добиться того, что когда вы слышите аккорд, доминант сеп, и вы должны слышать, что это соль доминант сеп. Ре бемоль сеп. До сеп сус или соль минор с до в басу. Трезвучие фа. Трезвучие ля бемоль. Трезвучие си. Ре. До трезвучие. Ля. Си бемоль. Ля бемоль. Фа. Чем дольше вы будете работать над этим, тем быстрее вы придете к результату. Когда вы услышите аккорд, это будет похоже на взятие телефонной трубки. Иногда вы слышите один звук, и ваш разум достраивает оставшиеся. Потому что чаще всего аккорды работают в связи с другими. Вы знаете, что это?
Не так ли? Мы идем вниз по полутонам. Минор доминант. Минор доминант. Уши знают много, но они не знают, как это описать. И поэтому мы обучаемся, и джазовое образование стало таким популярным. Давайте потренируемся в блюзе. Давайте возьмем си-бемоль блюз сначала, а затем мы будем работать с блюзом в тональности фа. Давайте возьмем си-бемоль блюз из книги номер 1 Play Along. И позвольте мне проделать несколько упражнений. И попытайтесь понять, что я делаю. Си-бемоль блюз, 12-тактовый блюз. Будьте внимательны, блюзовая гамма — это последовательность звуков. А блюзовая прогрессия — это то, что мы называем блюзом. Это последовательность из 12 тактов. Также, используя блюзовую гамму, вы можете добавить вторую ступень и шестую ступень. Если вы добавите эти ноты, она будет звучать так. Но мы не будем практиковать ее в таком варианте, потому что ваши уши еще не привыкли к ней. Мы возьмем стандартную блюзовую гамму. И мы будем добавлять вторую и шестую ступень. Теперь давайте включим аудиозапись и позвольте мне проделать несколько упражнений. Попробуйте понять, что я делаю. Теперь другое упражнение. Что я делаю? Я просто играю первые 3 ноты каждой гаммы. Вы слышите, как это совпадает с тем, что звучит на CD? А это что? Трезвучие. Вы можете петь. А это что? Первые 5 нот каждой гаммы. Теперь минорная гамма, фа септ, ми бемоль. А теперь это что? Септ-аккорды. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. А это что? Я практиковал первые 3 ноты, трезвучие, потом первые 5 нот, потом септ-аккорд и септ-аккорд с 9 ступени. Все эти упражнения мы проделываем перед тем, как играть в какую-то пьесу. И если вы позанимаетесь этим на протяжении 6 месяцев или года, например, и вы возьмете какую-то новую пьесу, вы уже не будете проделывать эти простые упражнения, так как вы уже их знаете. Перед тем, как импровизировать, неважно, какая это пьеса, будет это гамма си-бемоль мажор или упражнение из первой книги на 3 минорные гаммы, я советую вам сначала проделывать такого рода упражнения над каждой гаммой, перед тем, как вы начнете импровизировать. Вы можете потратить 20 или 40 минут практики, но зато вы создадите связь между вашими пальцами и вашим сознанием, и левым полушарием мозга. Вы видите ноты, вы знаете их название, и вы сможете сыграть что-то на своем инструменте. Затем ваше воображение становится свободным, и оно сможет создать вам немного джаза.
Но если вы не знаете, какие гаммы вы будете играть и какая аппликатура, то, скорее всего, вы будете играть не те ноты, вы будете делать ошибки, и затем у вас появится страх. И многие люди бросают это дело. Они говорят: я знал, что я не могу играть джаз, но это неправда. Они просто неверно подготовлены. Теперь давайте возьмем тот же самый блюз и позвольте мне поимпровизировать. И вы увидите, что я делаю. Я запускаю трек снова. Второй квадрат. Повторение и разрешение. Очень легко держать форму, я всегда знаю, где я. Теперь я использую блюзовую гамму. Разрешение. Это также может быть какой-то мелодией. Обратите внимание на это. Блюзовая гамма. Шестая ступень. Повторение. Повторение создают напряжение и растянутость. Это нормально сыграть это еще раз. А теперь что-то новое. Помните, я пою это в голове в то время, как я это играю. Еще раз. Поменяйте верхнюю ноту. Что-то новое. А вот и конец. Вы слышали, как много разных вариантов я использовал, проиграв 11 квадратов блюза? Начинайте с простых вещей, затем постепенно усложняйте, используйте повторения, секвенции. Я все время играю то, что звучит у меня в голове. Несколько раз я отходил от этого, но я пытался сделать что-то другое.
Импровизатор учится импровизировать, импровизируя. Если даже у вас не получается играть то, что вы хотите, тогда пробуйте сделать это похожим на это. Если вы играете не то или не те ноты, ваше сознание говорит вам: что ж, оставим это и попробуем что-нибудь сделать с этим. И это требует практики. Очень часто начинающие импровизаторы играют не те ноты, и они останавливаются. Но никто не знает, что вы ошиблись. Но вы можете продолжить. Вы можете сыграть это снова. И аудитория может подумать, что это именно то, что вы имели в виду. Поэтому, если вы играете что-то не то, не останавливайтесь, повысьте ноту на полтона и используйте свое воображение. Это была демонстрация блюза в си бемоле. Я советую вам играть разнообразные упражнения, и неважно, какую пьесу вы разбираете. Если вы работаете над Giant Steps, тогда попробуйте сначала простые упражнения перед импровизацией. Если вы разбираете какую-то одну гамму, также проделайте сначала эти простые упражнения, потому что это дает вашему сознанию свободу и избавляет вас от страха. Теперь давайте возьмем блюз в тональности си бемоль. Мы послушаем запись из книги номер 42 «Play Along». Блюз во всех тональностях. Вы услышите Джеймса Уильямса на пианино, Боба Крейншоу на басу и Микки Рокера на ударных. И я сам буду играть на саксофоне. И вы увидите, как я делаю упражнения. Сначала я начну с тоники, потом две первые ноты, потом первые три ноты, и так далее, на протяжении 8 квадратов. Первые 4 квадрата будут свингом, а остальные 4 будут в стиле боссанова. Это покажет вам, что вы можете играть блюз, свинг и боссанову. И после 5-го квадрата вы услышите, как ритм-секция перейдет в ритм боссанова. Я всегда считаю блюз 3 раза по 4 такта. Первые 4 – это начало. Еще 4 такта – это середина, развитие. И последние 4 концовка, которая ведет нас в начало. Я советую вам запомнить блюзовую прогрессию в тональности фа и си бемоль, так как это самые распространенные тональности для джазовых музыкантов. Что ж, давайте послушаем, как я играю простые упражнения. Я чередую ритмы. Я играю так, как написано, и стараюсь применять разные ритмы, потому что я импровизирую, используя свое воображение, пытаясь сделать эти упражнения как можно более интересными. Я также использую разные октавы, чтобы это звучало более интересно. Поехали. Я играю первую ноту каждой гаммы. Я думаю, что вы поняли, что это блюз. Он немного другой. Полуменьшенный аккорд, доминант, минорный аккорд, 5-й аккорд и реприза. Теперь я играю первые 2 ноты. Я смешиваю ритмы. Стараюсь свинговать. Последние 2 такта. Реприза на подходе. 3-й квадрат. Первые 3 ноты гаммы. Теперь первые 5 нот. Вверх и вниз. Теперь приготовьтесь к боссанове. Слышали, как поменялась ритм-секция? Я играю трезвучие. 1-я, 3-я, 5-я. Уменьшенный аккорд. Мажор, минор, минор,
У нас появляется новая последовательность аккордов. Стало более интересно, не так ли? Теперь септаккорды. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Diminished. Turn around. Реприза ведет нас к началу нового квадрата. Септаккорд с 9 ступенью. Diminished. И наконец мы готовы к последнему. Вся гамма целиком. Я почти закончил. Я немного поимпровизировал в конце. Итак, я начал с простых вещей и закончил достаточно сложными. И в то время, как я играл эти 8 квадратов, я научился чувствовать эти гаммы. И мои пальцы привыкли к этой аппликатуре. И импровизируя, у меня появляется больше шансов сделать это более музыкальным и похожим на джаз. То, что я сейчас делаю, рекомендуется делать, проигрывая любую композицию. Будь это Giant Steps или одна гамма, или 3 гаммы, или Maiden Voyage, где всего 4 гаммы, или пьесу моего отца. В общем, не важно, что вы играете, убедитесь в том, что вы знаете гаммы и аккорды. Я советую вам заниматься систематически. То, что я сейчас сыграл, есть книги для транспонирующих инструментов. Но не зацикливайтесь на этих упражнениях. Это то, что даст нам конфиденциальность для того, чтобы начать импровизировать. Особенно блюз. Вы, наверное, заметили, что проигрывая последнее упражнение, я не использовал блюзовые гаммы, минорную пентатонику и мажорную пентатонику. Но вы можете добавить дополнительные упражнения с ними самостоятельно. Вы можете играть трезвучие или что-либо еще, что придет к вам на ум. Помните, что упражнения сделаны для того, чтобы направлять вас к импровизации. Не становитесь человеком, который великолепно играет упражнения, но не может импровизировать. Убедитесь в том, что упражнения ведут вас к развитию вашего инструмента. Когда вы играете мелодию, это может быть написанная мелодия или мелодия из вашей головы, вы всегда должны персонализировать мелодию. Это значит, не играйте ее так, как написано в книге. Сделайте ее вашей мелодией. Удлините какие-то ноты, какие-то укоротите, сделайте какие-то паузы и так далее. Но в основном пытайтесь сделать мелодию такой, какой вы ее слышите в голове. Мы называем это персонализировать мелодию. Если вы играете мелодию в унисон или еще с какими-то инструментами, тогда вы должны сразу определиться, как вы будете ее играть, где будете брать дыхание, где сыграть потише, где погромче и так далее. Поэтому имейте в виду, если вы играете один, у вас есть свобода для персонализации. Но если вы играете с кем-то, то вы должны определиться, как вы будете ее играть перед этим. Когда вы играете блюз, большинство людей используют блюзовую гамму. Я слышал многих людей, которые играли в блюз, 12-тактовый блюз. Но все, что они играли, это блюзовая гамма. И это становится очень скучным и очень монотонным. Чтобы нам это исправить, мы возьмем блюзовую гамму и будем использовать ее как смешанную гамму. Для тех септ-аккордов, которые мы использовали в прошлых занятиях. Сейчас я включу трек из книги номер 54 Playalong. Это блюз. Я буду играть на фортепиано, аккомпанировать. Я буду играть только правой рукой на пианино и делать несколько вещей. Я буду играть блюзовую гамму, но я также буду играть и другие гаммы. И вы увидите, как блюзовая гамма будет выделяться из всех, поскольку я буду оставлять ее, например, на конец фразировки или на конец квадрата, и начинать следующий квадрат с обыкновенных гамм. Я буду использовать несколько вариантов. Обратите внимание на это звучание. Я также буду начинать с простых вещей и постепенно их усложнять, делать их более энергичными при построении соло.
Я не буду использовать левую руку, так как этот курс не для пианистов. Потому что мы говорим о солировании, это касается всех инструментов. Поэтому я буду использовать только правую руку. Поехали, блюз на тональности фа. Я начну просто. Я просто тяну время. Это почти как маленькая мелодия. Реприза. Я хочу постоять на этой гамме немного. Блюзовая гамма. Минор. Блюзовая гамма. Сейчас я избегаю блюзовую гамму. Иногда я бегу быстро, иногда играю очень медленно. Я выделяю 9-ю ступень. Девятая ступень. А это было неожиданно, да? Я использовал мажорные гаммы, минорную пентатонику, блюзовую гамму, и я мог играть целую вечность. Я только набирал обороты. Если бы я не разговаривал с вами, я бы играл более сложные фразы. Я старался сконцентрироваться на том, что я делаю, чтобы вы смогли это увидеть и услышать. Если вы пианист, или вы слушаете пианистов, на что я очень надеюсь, сейчас вы могли услышать Оскара Питерсона, или Херби Хэнкока, или Чик Кория, или другого великого пианиста. Послушайте, как они играют блюз, и вы увидите, что они делают то же самое, что делаю я, потому что все делают так. Джаз и боссанова обычно играются в 4 четверти, и иногда мы можем играть их на 3 четверти. Когда джазовые музыканты играют медленные пьесы, мы обычно называем их балладами. Джазовый репертуар обычно состоит из блюза, баллад, стандартов. Это пьесы, которые образовались на Бродвее в Нью-Йорке. Существует 1000 стандартов. Затем идут джазовые стандарты. Это те пьесы, которые были написаны джазовыми музыкантами и стали популярными в джазовом обществе. А также существуют авторские пьесы. Пьесы, которые могут быть написаны мной или вами.
и который вы играете у себя дома, которые никто не знает, кроме вашей семьи, например. Но вам нравится их играть. Поэтому репертуар для джазовых музыкантов достаточно большой. Но обычно все эти вещи играются в размере 4/4 и 3/4. Но если вы живете в другой стране, в Южной Америке, например, или Бразилии, вы можете играть в размере 7/4 или 9/4. Разные ритмы. Если вы поедете в Китай или Японию или Израиль, вы будете играть в разных размерах и ритмах. Вы также будете использовать другие гаммы. Вы не будете использовать те мажорные и минорные гаммы, которые используются в западном мире. Но джазовые традиции последние 80 или 90 лет основаны на мажорных, минорных, уменьшенных, полууменьшенных и блюзовых гаммах. И это разнообразие составляет базовый компонент джаза. Джазовые музыканты любят играть пьесы быстро. Это всегда было состязанием, посмотреть, как быстро ты можешь положить на свой инструмент те мелодии, которые звучат у тебя в голове. И раз уж мы заговорили об этом как об искусстве, креативности вашего воображения, никто не знает, что у вас в голове. И если вы постоянно будете слушать записи и живые представления, это вдохновит вас, и вы скажете: «Эй, а почему бы мне не попробовать?» И вы начнете пробовать, и когда вы это сделаете, ваше воображение покажет, что делать дальше. Что ж, мы можем потренироваться и сыграть быстро, но мы также должны играть медленно. Мы должны уметь играть и так, и этак. Но на самом деле не существует определенного джазового темпа, но многие джазовые музыканты записываются в очень медленном темпе, а также в очень быстром. Тем самым они задают параметры для джазовых музыкантов. И многие из нас проходят через этих мастеров, пытаясь сыграть так же. Мы много раз практикуемся с метрономом очень медленно, а затем очень быстро. Если вы можете сыграть что-то быстро, вы также должны уметь сыграть это медленно. Поэтому, когда вы работаете над гаммами и аккордами или упражнениями, не играйте их медленно все время, вы теряете время. Сначала начинайте медленно, а завтра немного быстрее, послезавтра еще быстрее и так далее, чтобы они звучали так, как вы слышите их в своей голове. Не тратьте ваше время, оттачивая каждую деталь, это все придет со временем. Я думаю, что фортепиано или синтезатор на сегодняшний день является необходимой вещью для каждого музыканта. Даже если вы не пианист. Вы можете купить какой-нибудь маленький Casio или Yamaha и, используя наушники, учить гаммы, аккорды и аккордовые звуки. Я считаю, что запоминание 2 или 3 аккордовых звуков является очень важным для каждого. Они помогут вам очень быстро выучить пьесу. Например, если я играю... Например, я играю Summertime. Аккорды. Я просто сыграл ее быстро, обдумывая мелодию в голове. Я просто сыграл 2 ноты в правой руке, 3-ю и 7-ю ступень. 3-я и 7-я – 2 самые важные ноты в любой гамме. Если у вас есть тоника, и вы играете 7-ю и 3-ю, все узнают, что это звучит. Они дадут вам гамму целиком. Я советую всем учить аккордовые звуки, чтобы вы не разбирали. И я думаю, вы найдете это достаточно захватывающим занятием. Особенно, если вы играете на духовом инструменте, вы почувствуете себя настоящим музыкантом. В качестве примера давайте возьмем блюз из книги номер 1. Я отключу дорожку с пианино, мы оставим только бас и ударную. В первом квадрате я буду играть 2 ноты из аккорда. Во втором я буду играть 3 ноты. И в третьем квадрате 4 аккордовых звука. Вы увидите, что это очень просто, но это даст вам чувство и форму блюза. 2 аккордовых звука. Я запомнил этот блюз. Если вы его не помните, вы можете найти его в книге. Переходим ко второму квадрату. 3 ноты.
Звучит не так, как вы привыкли, да? До минор, фа септ, си бемоль септ. А теперь 4 ноты. До минор, фа септ, четыре ноты в разноброс. Я играю в типичном джазовом ритме. До минор, я советую вам тратить буквально по 5-10 минут каждый день для работы над этими аккордовыми звуками, потому что это поможет вам понять, что происходит в целом в гармонии, и не только в мелодии. И когда вы будете импровизировать, вы будете способны делать это намного лучше, потому что в вашем сознании вы будете способны слышать гармонию. Поверьте мне, это работает. Есть несколько великолепных книг для изучения аккордовых звуков, и я хочу перечислить некоторые из них. У Дэна Херли есть несколько книг. У Фрэнка Ментуса есть очень хорошая книга. У Марка Лавина из Сан-Франциско есть очень хорошая книга, которая называется «Пианино в джазе». У меня есть несколько книг со снятыми соло для фортепиано. Например, моя книга номер 50 «Play-along» состоит исключительно из таких соло, которые играл Марк Лавин. Они доступны в книге. И в книге номер 1, которую мы использовали сегодня, все мои соло и аккорды имеются. Также вы можете посмотреть книгу номер 55, а также вы можете снимать и анализировать соло самостоятельно, используя карандаш и нотную бумагу. That way you can actually see what these people are doing and take your pencil and analyze it. I encourage you to do that. Когда джазовые музыканты начинают заниматься, некоторые говорят себе: давай сначала посмотрим телевизор, или пойдем сначала выпьем что-нибудь, или мне надо встретиться с другом, я сделаю это завтра, и так далее. В этом случае мы боремся с нашим эго, и наше эго побеждает. Эго — это та часть из нас, которая не хочет, чтобы мы становились тем, кто мы есть на самом деле. Когда вы хотите научиться чему-то или сделать что-то, оно говорит вам: оставь это как есть, зачем это тебе? Традиционно джазовые музыканты брали свое эго и клали его на полку. И они говорили себе: я знаю, что мне нужно заниматься сегодня, мне много чего еще нужно сделать, так давай над этим работать. Они просто делали это. Они развивали свой слух, нарабатывали технику, они постоянно слушали записи, они изучали книги, они анализировали соло. И что происходило? 6 месяцев спустя они звучали лучше. Год спустя они звучали гораздо лучше. В собственном интервью Чарли Паркера, знаменитого саксофониста по кличке Птица, который умер в 1955 году, в интервью с саксофонистом Полом Дезмондом из квартета Дэйва Брубака было сказано, что он занимался от 11 до 15 часов в день на протяжении 3-4 лет. И когда я услышал эту запись примерно 5 лет назад, я понял, что Чарли Паркер стал великим, потому что он занимался. Я думаю, что мой разум и мое эго говорило мне, что Чарли Паркер стал великим, потому что он родился с этим талантом. Бог наделил его этим талантом с рождения, и поэтому он был так хорош. Но когда я услышал, как он говорил в этом интервью и еще в одном, я понял, что нет, Чарли Паркер был, как и все остальные. Он не знал ничего, когда начинал. По его собственным словам, однажды он играл в оркестре, и оркестр начал играть Body and Soul в очень медленном темпе. А он играл две разные мелодии, которые не имели никакого отношения к Body and Soul. Он даже не знал, что если ты играешь с оркестром, то вам нужно играть одно и то же. И когда я услышал эту запись примерно 15 лет назад, я сказал: вау,
Видимо, что Чарли Паркер начинал, как многие из нас. Это маленькая история, я хотел сказать вам, что великие люди велики, потому что они трудолюбивы. И вы сможете войти в мир джаза, если вы будете также трудолюбивы. Но прослушивание записи – это ключевая вещь. И если бы я хотел оставить только одну фразу из всего этого видео, то я бы сказал вам: слушайте мастеров джаза. Любой вопрос, который у вас есть, может найти ответ в записях, если вы научитесь слушать ответы. Если вы учитель, и вы обучаете игре на вашем инструменте, я настоятельно рекомендую вам играть записи Play-Along вместе с вашими студентами. Если вы используете книги номер 1, 21 и 24 Play-Along, и вы заставляете своих студентов работать над гаммами и аккордами, оттачивая их технику и работая над звуком, я настоятельно рекомендую вам проигрывать записи вместе с ними, потому что они будут учиться, исходя из вашего звука, вашей техники и вашего воображения. Четвертая нота мажорной гаммы и четвертая нота доминант-септ гаммы имеет большую напряженность. Она просто есть. И все тут. Если вы будете играть эту ноту вне аккорда, например, начинать с нее фразу или заканчивать, это действительно будет звучать странно. Позвольте мне сыграть до мажор. И это четвертая. Я думаю, что ваше ухо вам скажет, что эту ноту нужно поменять на другую. Но мы часто используем эту ноту где-то в середине, мы используем ее как проходящий тон. Послушайте, я сыграю третью, четвертую и пятую. В этом случае она звучит нормально. Я играю третью ступень на сильную долю и четвертую на слабую. И когда мы играем ее на слабую долю, наши уши говорят нам: да, это нормально. Но если вы будете играть четвертую ноту на сильную долю, как сейчас, ваши уши скажут: эй, что происходит? Мы никогда не поем в такой манере. Очень сложно петь неправильные ноты. Это действительно так. Их легко играть, если мы не знаем, что мы играем в какой тональности. Но когда вы играете, выделяете третью и пятую ступени на сильную долю, а четвертую на слабую, вы будете звучать как профессиональный музыкант. Позвольте мне продемонстрировать. Я сыграл четвертую ноту 2 раза и все время на слабую долю. Это был мажор, а это доминант-септ. Ей нужно идти вниз. Иногда в доминант-септе мы поднимаем ее на полтона, и она становится лидийским доминант-септ ладом. До, ре, ми, фа, диез, соль, ля, си, бемоль, до. Очень приятный звук. В этом случае в доминант-септ аккордах музыкант может поднять четвертую ступень, и он получит совершенно новую гамму. И это очень популярный звук в бибопе. 9-я ступень, 6-я, фа диез в тональности до, ля, до. Приятно звучит. Я настоятельно рекомендую вам запоминать все подряд. Запоминайте гаммы и аккорды, запоминайте мелодию. Запоминайте слова, если они есть. Они помогут вам играть мелодию. Также стоит запоминать какие-то соло. Например, если вы играете пьесу 4 Майлса Дэвиса, у вас должна быть оригинальная запись. И когда вы будете играть ее, вы услышите это соло у себя в голове, и иногда вы будете играть какие-то отрывки из него. И та аудитория, которая слушает джаз, сразу же узнает это соло и полюбит вас за это. Потому что вы как будто играете часть их. Они знают это соло, вы знаете это соло, и это составляет одно целое. Поэтому я советую вам запоминать все подряд. И очень часто вы будете запоминать какой-то базовый материал вне вашего инструмента. Может, вы будете лежать ночью на кровати, пытаясь уснуть, и вы не можете это сделать. И попробуйте вспомнить блюзовую прогрессию и назвать каждую гамму. Или возьмите другую пьесу, или вспомните первые 4 такта пьесы. Берите маленькие отрывки, берите вещи, которые вы знаете. Вводные ноты, которые играются из-за такта, очень важны в джазе. Они помогают вам начать свою фразу и помогают слушателям понять, где начинается новая секция. И они помогают растянуть время. Давайте я приведу вам пару примеров. Вы уже поняли, где начало? Позвольте мне поиграть несколько вариантов. Я буду играть партию баса в левой руке, и я буду играть одни и те же квадраты в тональности фа. Обратите внимание, как много разных вариантов я использую.
Это все вводные ноты. Это было немного дольше. Они все нацелены на первую ноту первого такта. Их тысячи. Простые, однонотные. Они позволяют понять слушателю, где вы. Эти ноты ведут, наставляют вас. И многие начинающие импровизаторы делают как раз наоборот. Они ждут, когда ритм-секция начнет играть, а только потом начинают они. Ритм-секция, а потом вы. Не будьте одними из тех людей. Будьте теми, кто знает, когда начать, если вы играете с play along, и вы слышите счет. На счет 3 начинайте играть что-то. И один из простых способов — это играть с пятой по первую ступень. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Восьмая и есть первая. Или только пятую и первую. И играйте это с энергией, энтузиазмом. Позвольте слушателю понять, где вы находитесь. Эти ноты очень важны. Не играйте их только в начале. Вы можете играть их в начале любой фразы. Потому что наша музыка строится из 2, 4 и 8 тактовых фразок. Поэтому, если хотите, можете их использовать каждые 2 такта. И посмотрите уже снятые соло. Они будут ценными для вас. Куда бы я ни поехал, люди спрашивают меня, какую книгу play along мне нужно сначала приобрести, по какой сначала заниматься. И я всегда спрашиваю, какая у вас есть. Если у вас пока ничего нет, сначала я советую начать с книги номер 24, мажор и минор. Причина, по которой нужно это делать, очень проста. В нашем видео мы начинали с нее, с гаммы си бемоль мажор. Это боссанова. И я обнаружил, что боссанова успокаивает левое полушарие мозга. Это сторона мыслей, это сторона, где появляется страх. Это полушарие, которое говорит вам: «Не-а, мы еще не готовы импровизировать». Книга номер 24 чередуется в стиле боссанова, и я понял, что она успокаивает людей и позволяет им играть гаммы и наслаждаться этим. Плюс к этому она дает возможность импровизировать и развивать свой инструмент. И обычно люди говорят потом: «Вау, я хочу поиграть еще какие-нибудь гаммы». И они пробуют другой трек, и через какое-то время они уже могут играть все 12 тональностей, и им нравится это делать, потому что они импровизируют с ними. После того, как вы изучили основы, воспользуйтесь книгой «Соедините это вместе». Это книга номер 21. Это 2 CD, достаточно большая книга. В ней 31 трек. И каждый трек, кроме последних 2, содержит все 12 тональностей. Он очень содержателен. Это не то, что вам надо играть на начальном этапе, так как это будет достаточно сложно для вас. Но если вы поняли, что вам нужно начинать практиковать гаммы и аккорды в разных тональностях, а также минор, мажор, уменьшенный, полууменьшенный, лидийский лад, гармонический и мелодический минор, а также блюз. Если вы уже привыкли к звукам этих гамм и аппликатуре, книга номер 21 как раз для вас. Темпы там не очень быстрые, все партии есть в книге, и там достаточно легко понять, что нужно делать. После этого я советую книгу номер 1. Это книга, которая содержит все мои мысли по поводу импровизации для начинающих. Но для совсем начинающих я советую работать над книгой номер 24 и 1 одновременно, потому что вы можете прочитать теорию в первой книге и применить на практике в 24. Также вы можете поиграть блюз из первой книги и первые несколько треков.
и привести, так сказать, себя в форму. И после этого вы можете начинать с чего угодно, например, с книги номер 54, так как темпы там медленные, пьесы, которые там есть, всегда игрались на джемах. Мы соединили их вместе специально для начинающих импровизаторов. И после того, как вы проимпровизируете месяц или 2 или 6 и захотите поиграть какую-нибудь пьесу, книга номер 54 «Maiden Voyage» как раз вам подойдет. В дополнение к тем гаммам, которые мы изучили, есть еще одна гамма, которую часто используют джазовые музыканты. Это бибоп-гамма. И очень часто она играется сверху вниз и обратно, потому что так привыкли ее играть. Очень хорошо звучит. А это было за доминант септаккордом. Седьмая пониженная, натуральная седьмая и тоника. Добавленная ступень — это натуральная седьмая. И она не очень хорошо звучит, но вам лучше играть ее в слабую долю. Это был доминант септ, а это мажор. Все бибоп-гаммы — это гаммы из 8 звуков, и в мажоре мы добавляем повышенную пятую ступень, между натуральной пятой и шестой. И опять-таки убедитесь, что повышенная пятая идет в слабую долю. Сейчас я начал с ми и пошел вниз до ми и обратно. А теперь я начну с ре, и начиная с ре и играя восьмыми, я буду делать так, чтобы соль диез попадала в сильную долю. Давайте посмотрим. Вы слышите, что это звучит как-то не так? А если вы начнете с третьей? Это будет нормально, а если с четвертой, то нет. Давайте попробуем с пятой. Нормально. И с седьмой. Нет, седьмой не идет. Потому что мы опять попадаем на сильную долю. А теперь с тоники. Для минора у нас третья натуральная ступень, худшая нота. Если вы хотите убедиться в том, что никому не понравится нота, которую вы играете, сыграйте минорный аккорд с натуральной третьей ступенью. Люди, которые вообще не имеют слуха, может, и ничего не услышат, но остальные скажут: «Оу, что это было?» Что ж, мы будем добавлять эту ноту в дорийском миноре и будем делать так, чтобы бибоп-гамма подходила к минору. Теперь я играю дорийский минор. А теперь бибоп. У Дэвида Бейкера есть несколько очень хороших книг по бибоп-гамме, паттернов и как их использовать, и так далее. Это звук, который музыканты играют годами. Это очень знакомый звук. У нас нет времени, чтобы все это обсуждать здесь, но в целом, когда вы учите какие-то паттерны, добавьте эту добавочную ноту и играете ее в слабую долю.
И опять же, слушайте соло и читайте их с листа. И анализ этих соло даст вам много информации, как мастера джаза делали это в прошлом. В завершение я хочу прочитать вам то, что я приготовил. Занятия. Занятия, они должны подразумеваться как какая-то работа, а как средство достижения того, что вы хотите в импровизации, и в то же время наслаждение тому, что играют другие. Вы должны быть способны услышать, что они играют. Всегда играйте то, что вы слышите у себя в голове. Позвольте вашему разуму стать композитором музыкальных идей. И если вы не можете сыграть то, что он вам говорит, тогда больше занимайтесь. Если не можете ничего придумать, тогда слушайте других и запоминайте. Брать чужие идеи – это совершенно нормально. Многие годы музыканты думали, что это неправильно, но это то, что вам нужно. Слушайте себя, когда вы играете, чтобы убедиться в том, что ваши пальцы играют то, что вы слышите. Вы должны следить за тем, чтобы вы не пытались играть те фразы, которые не являются действительно вашими. Начинающие импровизаторы должны развивать свое воображение до тех пор, пока они не будут на 100% уверены, что они играют именно то, что слышат. Записывайте свою игру и послушайте ее. Эти фразы похожи на те, что вы поете? Если нет, то подумайте, почему. Используйте записи Play-Along и пойте вместе с ними. Затем сыграйте на своем инструменте те же фразы с той же артикуляцией, с которой вы спели. Это и есть ваша сущность. Когда вы поете, это очень близко к тому, что вы играете на инструменте. Не пытайтесь петь очень быстро или петь много нот сначала. Имейте терпение, пойте короткие фразы до тех пор, пока вы не сможете их повторить на своем инструменте. И последнее. Будьте терпеливы и получайте удовольствие от музыки. Я думаю, что джаз — это способ напомнить нам, что мы никогда не умираем. Наше тело умирает, но то, что внутри нас, поистине вечно. Я думаю, что джаз и музыка в целом — это природный способ напоминания нам, что мы есть часть того, что было, есть и всегда будет. И поэтому джазовые музыканты так любят играть музыку. Перевод был осуществлен Ильей Зарком. Спасибо, всего доброго и творческих успехов.